Склады забиты лишними ладами, но никто их не берет. Что не так с АвтоВАЗом и почему китайцы выигрывают гонку? Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Представьте себе огромные ангары под Тольятти, где рядами стоят новые Гранты и Весты, на которых уже успела осесть пыль. Солнечные лучи скользят по крышам машин, но вокруг царит тишина. Нет ни покупателей, ни звука моторов. А где-то параллельно на пресс-конференциях топ-менеджеры поднимают большие пальцы вверх и бодро сообщают о новых проектах. Но действительность совсем другая. Склады переполнены, продажи падают, и АвтоВАЗ, некогда гордость отечественного автопрома, постепенно вязнет в кризисе. Чтобы понять, что происходит, достаточно посмотреть на цифры и факты, а не на громкие заявления. Когда-то ВАЗ был символом доступности. В 70-80-х эти автомобили стали спасением для миллионов. Дешевые, простые в ремонте, с доступными запчастями. Жигули или Нива были не просто транспортом, а частью жизни. Даже в 90-е в условиях разрухи завод держался. Но теперь в этом году ситуация изменилась. АвтоВАЗ выпускает в основном конструкторы с китайскими комплектующими, собирает их у себя и продает по ценам, которые вызывают недоумение. Росстат сообщает, что в прошлом месяце производство легковушек в России снизилось на 18,5% по сравнению с прошлым годом. И главную роль в этом сыграл именно АвтоВАЗ. По данным Автостата, за первые 5 месяцев этого года продажи Лада упали на 26% и составили всего 131 тысячу автомобилей. Это антирекорд. Цены максимально высокие, а спрос минимальный. Причина проста. Прежний успех ВАЗа строился на дешевизне и простоте. Сегодня же Гранта стоит от 700 тысяч рублей, а Веста больше миллиона. При этом средняя зарплата в стране, по данным Росстата, в прошлом месяце составила около 97 тысяч рублей. Номинально доходы растут, но инфляция съедает прибавку. Официально она 6,5%, но реальная нагрузка куда выше. Продукты, коммуналка, бензин дорожают сильнее. Люди жалуются, что индексация зарплаты не покрывает расходы. В регионах тарифы ЖКХ выросли на 10-15%. Цены на продукты еще выше. Для многих новая машина превратилась в недостижимую роскошь. Люди чинят старые авто и пересаживаются на общественный транспорт. Экономика замедляется. Прогноз роста ВВП 2-2,5%. Но с учетом роста цен это почти стагнация. Forbes уже предупреждал. Рост зарплат номинальный, а уровень жизни реально падает. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hotcar Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hotcar берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ. А мы идем дальше. Ностальгия по классике жива. Многие вспоминают старые Жигули как доступный вариант, но завод отрезает. Они не соответствуют требованиям безопасности и экологии. Логика понятна, но альтернатив-то нет, и заявления властей только усиливают скепсис. Так, депутат Евгений Москвичев в прошлом месяце заявил, что АвтоВАЗ на подъеме и способен выпускать до 700 тысяч машин в год. Однако факты говорят обратное. В прошлом году завод произвел 525 тысяч автомобилей, а на этот год план урезали на 20%. До 400 тысяч, просто потому что спроса нет. Сам глава АвтоВАЗа Максим Соколов признал летом, рынок падает на 30-40%, а производство приходится сокращать. Причины кроются в самой стратегии завода. Вместо развития и снижения себестоимости сделали ставку на повышение цен. Да, конкурентов в лице иномарок ограничили. Утильсбор, пошлины, требования локализации. Казалось, дорога открыта, но результат — сотни тысяч непроданных
проданных машин. Китайцы же заняли рынок. В этом году их доля в России составляет 54-59%. Средняя цена китайского авто 3,5 миллиона рублей. Но за счет скидок некоторые модели стоят дешевле 1,5 миллионов. Те же Чанган, Аусвин и Каи напрямую конкурируют с Ладой Искрой. Китайцы устраивают акции и снижают цены на сотни тысяч. АвтоВАЗ тоже пытался. В прошлом месяце объявил о скидках до 21% на Весту и Ауру, но в основном через госпрограммы с бюрократией. Для покупателя за наличные выгоды почти нет. И еще одна больная точка – отношения с дилерами. Завод перекладывает риски на них. Машины приходится выкупать по полной цене, а продавать с убытком. Дилеры несут потери, завод нет. Это уже поставило часть партнеров на грань банкротства. И все это происходит на фоне господдержки. Миллиарды рублей идут в автопром. Кредиты, субсидии, льготы. Но склады забиты, продажи падают, а перспективы туманны. Картину дополняют парадоксы. В позапрошлом месяце продажи Лада упали на 33%, и завод обвинил в этом утильсбор. Замкнутый круг. Ирония в том, что без госвливаний ситуация была бы еще хуже, но результат для покупателей нулевой. Что дальше? Вероятно, придумают новые ограничения на импорт или обяжут покупать отечественные машины. Звучит абсурдно, но в нынешних реалиях вполне реалистичный сценарий. На открывшемся сегодня 13-м международном евразийском форуме такси мы поговорили с директором по развитию ГК «Петербургское такси 068» и по совместительству генеральным директором Ассоциации пассажирских перевозчиков Ленинградской области Андреем Беловым. Мы встретили Андрея рядом с электромобилем «Атом», салон которого организаторы все-таки открыли во второй половине дня, при этом отказавшись поднять капот. Сотрудник ОАКАМа на стенде аргументировал это так: у этой машины под капотом не то, что будет. Собственно, мы сообщали, что на форум такси привезли ходовой макет Атома, выпущенный в прошлом году по обходным технологиям. Предлагаем вам расшифровку короткой беседы. Мы спрашивали: вы рассматриваете покупку электромобиля Атом или какого-либо иного электромобиля? Андрей Белов: нет, не рассматриваем. 4 года назад меня пригласили выступить на мероприятие, подобное сегодняшнему форуму. Я тогда сказал, что электромобили – это далекое будущее, которое наступит через 5-10 лет. Сегодня вижу, что нужно еще минимум 5 лет, и вообще не факт, что электромобили получат в России сколько-нибудь широкое распространение, и уж тем более в такси. Дело в том, что закон о такси, который был недавно принят, ставит весь таксомоторный бизнес с ног на голову. По самым скромным подсчетам, треть таксопарков просто закроются, перепрофилируются и уйдут в другой бизнес. Никто не будет работать в условиях нестабильности, когда от всевозможных депутатских инициатив бизнес просто лихорадит. То нам предлагают поставить пластиковые перегородки в машины, то тревожную кнопку, то оборудовать все машины детскими креслами, то перевозить беременных бесплатно. Сейчас еще запрещают мигрантам работать в такси. Эта инициатива перекинется на всю страну? Сомнений нет. В общем, в таких условиях думать о покупке электромобиля в такси – это просто самоубийство. Я слышал, что у вас к электромобилю Атом как к машине для такси есть большие претензии. Мы с Антоном давно находимся в дискуссии. Еще с тех пор, когда они, имея на руках только наброски будущей машины, предложили заключить договор на покупку. С предоплатой обсуждались различные варианты. Сейчас же, когда появилась живая машина, пусть даже и в виде предсерийного образца, стало ясно, что этот электромобиль однозначно для такси не пригоден. Вот девушка на стенде начинает нам рассказывать про те вещи, которые таксистов совершенно не интересуют. Про маневренность, маленький радиус разворота. Зачем нам это? Такси должно быть комфортным для пассажира. Во втором ряду нужно много места для ног и головы, а здесь его нет. В багажник должны помещаться детское кресло и пара чемоданов в придачу. Это первое, на
что мы смотрим. А уж потом идут стоимость автомобиля, расход топлива и так далее. Когда за этот атом хотят 3 миллиона, о чем мы вообще говорим? Я за 1,7-1,8 миллиона могу купить проверенного китайца. Модели, которые в такси работают годами. А какой-то пилотный проект, который неизвестно во что выльется, с непонятно какими проблемами и подводными камнями, мне совершенно не нужен. А если Кама все-таки предложит ту компоновку для такси, которую планировали изначально, когда правого переднего пассажирского сидения нет, а на его место как раз и ставится багаж. Я готов изучать технические особенности электромобиля Атом только в том случае, если Кама даст мне цену не выше 1,5 миллиона. До этого момента вообще не готов рассматривать его. Повторюсь, если Атом будет стоить в одну цену с Chery или Haval, у него нет шансов. Только что операционный директор по продажам Атома Максим Бардин сказал, что цену машины планируют уложить в диапазон от 3 до 4 миллионов, но таксистам будет выгодно приобретать Атом из-за высокой выгоды при обслуживании. Якобы она составляет до 500 тысяч рублей в год по сравнению с машиной с ДВС. Я не уверен в этих цифрах. Они сейчас могут вам сказать все, что угодно. По Хавейлу, по Chery, по другим китайцам есть история поломок, есть статистика, есть понимание наличия запчастей и ситуация с расходниками. Я могу прогнозировать эксплуатационные расходы по этим проверенным машинам. У Атома пока нет ничего. Я, помнится, общался с одним коллегой, который купил в такси Evolute iPro, и он мне сказал: главное, не покупайте эту машину зимой, иначе вы проклянете все. Может быть, в Краснодаре, где тепло круглый год, электромобили в такси еще и приживутся. Возвращаясь к экономии в 500 тысяч рублей. Да нет этой экономии. Она сожрется тем, что я должен буду водителю доплачивать зарплату ежемесячно только за то, что он станет работать на этой машине. Найти желающего работать на Атоме будет весьма проблематично. Некоторые таксисты пересели на электромобили. Это байки какие-то. Не хочу их слушать. Я был в Калининграде на заводе, поговорил с водителями электричек местной сборки Amber Auto. Они мне сказали: директор приказал, мы пересели. Так что если только в принудительном порядке. Там куча проблем, начиная с длительности зарядки. Ну что ж, желаю успехов в вашем деле. Спасибо. Напишите в комментариях, как вам действия Соколова и что думаете про электромобиль в такси. Ну и обещанная мною шутка. В связи с участившимися случаями пищевых отравлений, в Госдуме рассматривают законопроект о полном запрете пищевых продуктов. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.